Я Константин Тумбинский, это установка регулируемого руля на Yamaha XSR 900. Мы уже установили регулируемые подножки LSL и хотим сделать посадку с большим наклоном вперед, для более комфортной езды на скоростных участках. Для этого нужно уменьшить высоту руля, чтобы не приходилось сильно сгибать локти и кисти при наклоне, а также увеличить изгиб руля, чтобы локти были более собраны, а тело обтекаемым. Чем меньше изгиб назад, тем сильнее локти торчат по бокам. Это позволяет легче рулить, но сильнее нагружает руки на высокой скорости. Начинаем со снятия старого руля. Регулируемых рулей не бывает, так что мы установим регулируемые стойки и заменим руль. Стойки качественно изготовлены и комплектуются высокопрочным крепежом. Имеют 3 положения высоты за счет 2 спейсеров толщиной 5 мм и несколько положений выноса в диапазоне 3 см. Надежный механизм регулировки позволяет смещать руль на мотоцикле без снятия. Благодаря тому, что крепление приборки расположено на верхних хомутах, стойки можно вращать, изменяя направление выноса. Стандартному положению руля соответствует конфигурация стоек Gillis с нулевым смещением без спейсеров. Подходящий руль я подберу из ассортимента немецкого производителя LSL, который разрабатывает геометрии специально для современных дорожных и городских мотоциклов. Модель X01 Superbike наиболее приближена к оригиналу, имеет такую же ширину, высоту, но немного больше изгиб. Нам подходит геометрия Drag Bar. Есть 2 варианта, которые отличаются по ширине и изгибу. Для быстрого городского мотоцикла руль XD1 предпочтительнее. Я сразу выставлю максимальную высоту стоек, которая компенсирует нулевой подъем руля, чтобы он не был слишком низко. В комплекте идет нержавеющая гайка с фиксационной насечкой. Регулировку выноса я направлю назад, ближе к райдеру. Теперь можно накинуть руль и прикинуть посадку. Отрегулировать вынос можно без снятия руля. Это очень удобно. Насечка на руле позволяет его точно отцентровать. Первым фиксируется руль, чтобы выровнять стойки, а затем они притягиваются к траверсе. При этом удобно использовать подвижные головки, чтобы легко подобраться к гайкам. Оригинальные грипсы имеют длину 120 мм. К сожалению, новая модель ABM с удобной мягкой рукояткой длиннее на 5 мм, и под нее нужно менять трубку газа. Мы выбрали самые функциональные грипсы с цельным алюминиевым корпусом и цепкой резиновой накладкой. Левая грипса фиксируется механическими распорками, без клея и проволоки. В правую грипсу уже интегрирована трубка газа, под которую в комплекте есть разные кольца. К грипсам ABM выпускаются легкие компактные грузики руля, а также стандартные увесистые. Есть еще интересные грипсы LSL Clubman с увеличенным внешним диаметром, но нам они показались слишком классическими. Установка органов управления начинается со сверления отверстий под фиксаторы пультов и машинку газа. Я предпочитаю отмечать центры по месту и сверлить с помощью специнструмента на мотоцикле. С левой стороны все элементы устанавливаются впритык, без зазоров. Упоры грипс ABM рекомендуется сажать на фиксатор резьбы. Отличное решение, которое позволяет с легкостью снимать и устанавливать грипсу. Грузик жестко и надежно крепится распорным фиксатором.
Для установки правой грипсы необходимо разобрать ручку газа и отсоединить тросы. Я использую кольцо оригинального диаметра под 2 троса из комплекта АБМ. Посадочное место желательно смазать. Первым надевается белое дистанционное кольцо, далее трубка газа и корпус. Торец руля должен немного выступать в крайнем положении грипсы. Это необходимо учитывать при определении центра отверстия под фиксатор корпуса машинки газа. Затем сверлится отверстие под фиксатор правого пульта. Иногда приходится расширять отверстие, чтобы фиксатор в него поместился. Обязательно проконтролируйте зазор между грузиком и грипсой в крайнем положении. Без него газ будет заедать и плохо возвращаться. Последней устанавливается тормозная машинка впритык с пультом. Провода пультов крепятся оригинальными хомутами. В данном случае достаточно по одному с каждой стороны. Из-за того, что руль стал ниже, стандартное крепление приборки выглядит слишком высоким. Опустить приборку можно с помощью длинных болтов и алюминиевых проставок. Трос сцепления остается в стандартном положении. Тросы газа желательно проложить так, чтобы не было напряжения в крайних положениях руля и ручка свободно вращалась. Для снятия напряжения с тормозного шланга необходимо отсоединить клипсу и снять хомут с кронштейна приборки. Шланг сам примет нужную форму. Теперь конфигурация руля соответствует положению ног и нужному наклону тела. Регулируемые стойки позволяют менять вынос без снятия руля. Высоту также можно отрегулировать спейсерами без полной разборки. Руль LSL XD1 качественный и удобный, отлично вписывается в образ мотоцикла. Приобрести весь ассортимент LSL, ABM и Geely можно в нашем магазине stantecshop.ru. На руль хорошо помещается удобный функциональный навигатор Neoline Moto 2. Moto 2 оснащен ярким сенсорным дисплеем, влагозащищенным корпусом, поддерживает беспроводную связь и поставляется с надежным функциональным креплением. Подключается к аккумулятору мотоцикла и оснащен собственным для автономной работы. Имеет предустановленную лицензионную систему навигации Navitel. Neoline Moto 2 стойкий к вибрациям и не перегревается в жару. Это была установка руля на Yamaha XSR 900. Приобрести все компоненты и получить консультацию можно в нашем магазине stantecshop.ru.